Привет, друзья! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня будет такой немножко импровизационный подкаст, не структурированный, но очень и очень эмоциональный. Поэтому я постараюсь говорить настолько медленно, насколько это возможно, потому что слишком много эмоций, поэтому я могу говорить очень быстро. А именно я говорить буду о том, почему я так сильно люблю настольные игры и почему вы тоже должны начать играть в настольные игры сейчас, если вы это еще не делаете. И, как обычно, по традиции, прежде чем я начну мой подкаст, я бы хотел поблагодарить всех моих патронов. Спасибо вам большое, друзья, за поддержку. Особенно хотел сказать спасибо таким суперпатронам, как Джефф, Бирк, Джош, Лиз и Джоэл. Огромное спасибо вам, друзья, за помощь. Если вы также хотите поддержать мой подкаст, если вы слушаете уже не первый раз, то вы можете перейти на Patreon, ссылка будет в описании. Вы знаете, что делать. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, почему я решил вообще сегодня сделать подкаст на эту тему? Честно говоря, у меня уже был подкаст на тему игр. Это был подкаст номер 50, который назывался «Игра в жизнь. История моих отношений с играми и не только». И да, я многое уже об этом сказал в предыдущем подкасте, но почему же сегодня я решил вернуться к этой теме? А все потому, что меня переполняют эмоции в связи с тем, что я только что закончил играть одну кампанию одной настольной игры с моей женой вместе. Во-первых, что такое кампания? Когда мы играем в одну партию какой-то игры, а потом мы играем в другую, то она практически та же самая. Но кампания — это когда есть логическая последовательность, которая идет от одной кампании к другой. То есть, когда мы закончили первую кампанию, у нас были одни вещи, одна история, потом мы идем и переходим к другой кампании, у нас история продолжается. Вот. То есть, если вы когда-нибудь играли в игры такие, как «Подземелья и драконы», также известные как Dungeons and Dragons по-английски, то вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Если нет, ну, тогда слушайте. Сегодня я постараюсь вам объяснить, о чем же я вообще. Дело в том, что примерно несколько месяцев назад я и моя жена, мы заказали с Амазона настольную игру, которая называется по-русски «Эйла и далекий свет». По-английски эта игра называется «Ayla and Something Shiny». Почему я решил посвятить ей целый подкаст? Ну, во-первых, потому что я думаю, что за последние 2-3 года, может быть, даже больше, я не получал такого количества разнообразных эмоций от одной игры. Здесь было все. От умиления, от радости до слез, настоящих слез и такого потерянного чувства грусти. И все это сделала одна игра. А о чем же эта игра вообще? Это игра о маленьком зайчике. Это девочка-зайчик. Ее зовут Эйла. И она живет в лесу, вот, она разговаривает с большим деревом, которое, конечно же, тоже может говорить. Она гуляет вокруг леса, она находит морковку, она играет, и все происходит так очень беззаботно и легко. Но потихонечку история начинает закручиваться, и Эйли приходится уходить из леса, потому что она увидела, что на горе, вдалеке, было что-то сияющее, какой-то свет. И она хотела узнать, что же это такое. И так начинается ее приключение этой маленькой девочки-зайки. Вот. И чем же меня завлекла эта игра в первую очередь? А тем, что она выглядела очень мило. Эти картинки этой зайки вы можете посмотреть в интернете. Они очень-очень милые, такие, знаете, немножко детские. И мне сначала казалось, что это игра для детей, что, возможно, это мне будет неинтересно играть, но насколько же я ошибался.
На самом деле, эта игра предназначена для одного человека, вот, но в нее также очень классно играть парами. Так что если вы и ваш партнер любите читать истории, если вам нравятся интересные истории, если вам нравятся красивые, милые персонажи, животные, комиксы, то я уверен, что эта игра именно для вас. И вообще, почему мне так она понравилась? Еще раз я бы хотел сказать, что это то чувство, когда я и моя любимая, мы сидим вместе, рядом друг с другом. И мы не просто смотрим какой-то фильм, где, может быть, что-то интересное происходит, да, но мы просто обозреватели. А мы принимаем участие в этой игре. Каждый раз, когда появляется новый вопрос, что делать, идти налево или направо, нам всегда нужно принимать решение. И мы должны вместе обсудить это решение. То есть мы проходим такой совместный эмоциональный опыт. То есть те эмоции, которые мы прошли с помощью этой игры, мы играли в нее почти целую неделю. Игра состоит из 5 глав. Там, получается, есть нулевая глава, но есть главные 5 глав. И каждая глава становится чуточку труднее. Но сама игра, на самом деле, очень нетрудная, и в нее легко играть даже тем людям, кто никогда раньше не играл в настольные игры. И самая интересная фишка этой игры — это нелинейный сюжет. То есть обычно, когда вы играете в какую-то игру, то есть вы начинаете в пункте А и приходите в пункт Б. И что бы вы ни делали, вы всегда уходите из А в пункт Б. Но здесь все зависит от того, какие решения вы принимаете. Конец каждой главы заканчивается по-разному. Тут есть некоторые главы, которые имеют 2 конца различных, а есть некоторые, которые имеют 3 альтернативных конца. То есть есть альтернативные концовки каждой истории, поэтому вчера мы закончили играть в эту игру первый раз, и, честно говоря, тот конец, который мы получили, был довольно-таки шокирующий. Мне было немножко даже не по себе, я могу сказать так. И сейчас, конечно, мы очень долго думали с моей любимой, почему это случилось, почему мы получили такой результат. Да, немножко, я бы сказал, темный конец, хотя должно было быть по-другому. Поэтому мы решили сегодня, не, так сказать, не теряя времени, сразу же начать переигрывать эту игру еще раз. Потому что нам так хочется найти хороший конец этой истории. И эта игра очень классная, также подходит для детей, потому что она учит детей тому, что любые решения в их жизни будут нести определенные последствия. Да, потому что очень часто есть много видеоигр и фильмов, когда дети что-то играют, кого-то убивают, что-то делают нехорошее, и все равно в конце они побеждают, и у них есть чувство, что окей, я молодец. Это не значит, что дети будут плохими в жизни и будут убивать других людей, но в то же время это показывает им, что можно делать многие вещи, и не будет никаких последствий. Эта же игра показывает, что любое твое решение в твоей жизни, оно влияет на то, кем ты будешь в будущем, как это изменит тебя, кем ты станешь. И именно поэтому мне так нравится эта игра, именно поэтому я получаю такое большое удовольствие. Даже несмотря на то, что некоторые раунды были очень трудные, и мы не могли пройти их сразу, некоторые главы, нам приходилось их переигрывать по несколько раз. Но потому что ты так хочешь найти правильное решение, ты так хочешь, чтобы эта история закончилась хорошо, да, поэтому ты стараешься, так сказать, потратить много времени, много энергии на это. Но в то же время я хочу сказать, что, друзья, в нашем мире в последнее время мы очень сильно отдаляемся друг от друга. Мы все время в отношениях даже сидим в телефонах, каждый делает что-то свое. Обычно люди даже едят по отдельности, иногда смотрят фильмы по отдельности, читают какие-то книги по отдельности. И это неплохо. Но на самом деле мы должны помнить, что самое главное — это чтобы быть вместе, чтобы проводить время вместе. Когда мы проводим время вместе, я бы сказал, что это очень сильно нас сближает. Это делает наши отношения крепче,
Потому что мы не просто сидели и играли в игру, мы пережили вместе особый и неповторимый опыт, который мы никогда не забудем, который навсегда останется в нашей памяти и будет такой уникальный. Поэтому, друзья, в сегодняшнем моем подкасте, эпизоде моего подкаста, просто хотел бы еще раз напомнить, друзья, что пробуйте играть в игры, зовите друзей, находите команды, группы. Вот у меня в последнее время появилась небольшая, так сказать, команда людей, группа людей, которые любят играть в игры, и мы вместе собираемся, играем. И это так здорово, просто быть вместе с кем-то, что-то делать, разговаривать, играть. Вот, поэтому, да, такой мой сегодня немножко импровизационный подкаст. Возможно, показался немножко сумбурный, то есть не структурированный. Но надеюсь, вы поняли, что я хотел передать. Конечно, я рекомендую эту игру Эйла и Далекий свет. Ее, кстати, можно найти по-русски. Если вы сможете заказать ее по-русски, я оставлю ссылку в описании. И если вы можете заказать ее из России в другие страны, где вы живете, это будет очень классная игра для изучения русского языка. Это 100%. Потому что она не очень трудная, и потому что там очень часто повторяются многие слова, а как вы помните, повторение — это мать учения. Конечно же, никто мне не давал деньги, чтобы продвигать эту игру, просто я только что закончил в нее играть, и меня, как я сказал, меня переполняют эмоции, поэтому я очень-очень сильно хотел поделиться с вами этим классным опытом и рассказать вам, как вы также можете хорошо и отлично проводить время. Даже если у вас нет партнера, вы также можете играть в нее в одного человека. Вот, и я уверен, что вам тоже понравится. Ну вот, друзья, это все на сегодня. Был коротенький подкаст. Надеюсь, вам понравилось. И не забудьте написать в комментариях под этим подкастом в Spotify или на YouTube, что вам нравится делать вместе с своими друзьями, с партнерами. Вот, любите ли вы играть в настольные игры или в видеоигры, это тоже неплохо. Хотя все же я рекомендую настольные игры. Мы и так уже слишком много времени проводим за экранами, за компьютерами, так что настолки — это отличный способ убежать от этого виртуального мира. Возможно, не в реальный мир, но, по крайней мере, в не виртуальный мир, скажем так. Ну вот и все. Спасибо, друзья. Отправляйте ваши письма на мой email inrussianfromafar@gmail.com. Записывайте аудиосообщения, как это делали другие ребята раньше. Жду. До скорого и пока-пока.